Приветствую всех на канале. Вот такой автомобиль к нам приехал. И он, вернее, не приехал, а привезли. Он не запускается, не едет, какие-то ошибки горят. Сейчас буду ее диагностировать. Так, имеем кучу разных ошибок, но я отчет сохранил, но дальше изучать эти ошибки пока что бессмысленно. Для начала мы их все поудаляем и дальше будем смотреть, что у нас останется в сухом остатке. И тогда в этом остатке уже будем и гадать. Так, после удаления ошибок у нас осталась ошибка, и очень неприятная, что у нас активная постоянная, блок управления модуля для ячеек, нет связи. То есть у нас не общаются друг с другом BMB-шки в батарее. А это уже не очень хорошо. А это либо у нас очень сильно низкое напряжение на элементах, потому как питаются BMB-шки от напряжения самих элементов. И либо же там очень низкое напряжение, и батарею нужно снимать и заряжать, либо же есть какая-то другая проблема. Так, как минимум у нас есть напряжение высоковольтной батареи 387 вольт, а суммарное напряжение всех элементов батареи 550 вольт. Это уже не очень хорошо. Так, но при этом у нас банки заряжены 28%, 27%, 28%, 27%, 28%, 27%, 1% это как бы не критично. %, 2%. А вот тут уже интересней. Степень заряженности банки 46, 0%. Дальше пошло 77%, 30%. То есть у нас разбег, разбаланс по батарее очень-очень большой. Так, интересно, увидим ли мы здесь напряжение на элементах? Параметров куча, но по факту не видим напряжения на ячейках. Так, а вот здесь как раз есть вот 28, 28, 28, 28, 27, 28, 28, 27, 30. Степень заряженности банки 77. И на 48 и на 47 у нас очень сильно отличаются напряжения. При этом 46 у нас 0%. То есть у нас 46, 47, 48. Какая-то проблемка. Они выходят из ряда вон. Так, ну здесь явные проблемы с батареей. И это нужно все равнять. В общем, надо согласовывать снятие батарейки. И дальше будем уже разбираться по батарее. Оценять все оказалось очень легко, потому что здесь все уже было оценено. И некоторых патрубков не стояло на месте. По левой стороне патрубков не было. По правой стороне были пластиковые патрубки. И, наверное, все осталось у предыдущих людей, которые занимались этой машиной. И снимали, видимо, батарею. Потому что батарея вскрытая, расклеенная. И проблемка в том, что когда автомобиль у нас стоял, здесь все было покрыто конденсатом. Все было в инее. И с открытой батарейкой это может быть не очень хорошо. Вот видно, что все болты, все винты откручены, наживлены. Не знаю, сколько она простояла с снятой батарейкой, но будем надеяться, что никаким последствиям это не привело.
Сейчас продолжаю снимать. Здесь, кстати, забегу наперед, тоже стоит такой же пентхаус, как на, допустим, Mercedes EQV, тоже, который отсоединяется, и вся силовая часть, кроме самих элементов, находится именно в этом джанкшн-боксе. В общем, сейчас сниму и будем заниматься диагностикой, почему у нас на некоторых модулях высокое напряжение, на некоторых его нет. Еще хорошо, что вот эти болты тоже были откручены. Они откручиваются под сиденьем, и тоже их открутили и не прикрутили. Кстати, здесь видно, что вся батарейка была вскрыта. Немножко сорваны шлицы, но это как бы не критично. В общем, сейчас буду снимать крышку и смотреть, что у нас с этой батарейкой, почему у нас некоторые элементы не выходят на связь. И это ли была причина, либо это уже было следствие того, что батарейка постояла без крышки. Немножко криво идут винты. Ладно, будем продолжать разбирать ее. А здесь все гораздо проще. Просто снимается, никаких сигнальных проводов изнутри батареи сюда не подходит. Все исключительно снаружи. Вот сигнальный разъем, и все заходит через него. И с той стороны. Если что-то случилось, возможно, вот этот силовой модуль полностью меняется, и все. Хотя он разборной. Для того, чтобы снять вот эту крышку, то нужно сначала снять этот пентхаус. И поэтому для того, чтобы его снять, нужно отсоединить эти шины и также отсоединить сигнальные провода. Контур охлаждения идет снаружи, здесь радиаторы идут и через вот такую вот мастику. И из-за того, что батарея была не склеенная, туда немножко попало пыли и грязи. Но это мелочи, это не вода, поэтому в принципе это продуется и все будет нормально. В общем, сейчас сниму пентхаус, сниму крышку и буду вычислять, какой модуль у нас самый слабый. Здесь идут, насколько я понимаю, пакеты и алюминием сварены эти корпуса. В общем, продолжаю разборку. После снятия этой настройки пентхауса батарейка уже не такая страшная, уже вполне понятная и красивая. Так, какие здесь все-таки параметры батареи? Автомобиль 2020 года, литий-ионная батарейка. А параметров пока что не наблюдаю. Нет, параметров пока не видно. Так, вот, есть параметры. Батарейка на 95 киловатт-час. Весит 681 килограмм. Номинальное напряжение 397 вольт. Промерил напряжение на элементах, для того, чтобы хотя бы понимать, где какое напряжение. И вот что у нас получилось. По всем модулям напряжение от 10.751 до 10.748, 747, 745. В общем, не такой незначительный разбег. Это как раз и есть состояние заряда примерно там 26-27%, что мы в принципе видели и по диагностике. И вот какой модуль у нас самый неприятный. Это вот этот. У него дельта между остальными 10.644. Но есть один нюанс. Скорее всего, эту батарею балансировали именно межблочно.
То есть взяли блок, то есть модуль межмодульно. Взяли этот модуль и взяли этот, допустим, модуль и балансировали их относительно выводов. И напряжение плюс-минус подровняли, есть 115 милливольт, но проблема вся в том, что межмодульная такая балансировка – это самообман. На самом деле здесь разница в элементах. Вот я перерисовал схему разъема, который подходит на модуль, и промерил напряжение. Если вот в этом модуле, потому что у него выход такой же, абсолютно идентичный модуль, с плюсом и разъем возле плюса. Здесь разъем тоже возле плюса, но он идет в другую сторону. Поэтому этот я не брал в учет. Я взял этот и абсолютно одинаковый с ним другой модуль. И получилось в этом модуле напряжение 3585, 3585, 3585. При этом в этом модуле, где дельта всего лишь 115 милливольт, напряжение получилось 3958, 3961, 2725. Это как раз и есть примерно это процентное соотношение, что около 70% заряда 3,9. И напряжение 2725 это ниже нуля, поэтому мы видели, что заряд 0%. То есть межмодульно всего лишь 115 милливольт, а по факту у нас дельта только в этом модуле 800 милливольт. Поэтому это, естественно, очень много. И, естественно, эта машина уже не запустится и никуда не поедет. Но проблемка еще заключается в том, что этот модуль тоже уже снимали. Возможно, в тот момент, когда балансировали. И вот теперь мы хотим узнать, что же все-таки делалось. И почему этот модуль снимался. Что вообще происходило и что здесь делалось. Менялся ли он или не менялся. В общем, пока слишком много вопросов и мало ответов. В общем, будем дозваниваться до тех людей, которые нам этот автомобиль привезли, и уточнять. Вот, кстати, у меня стоит сейчас мультиметр на этом самом слабо заряженном элементе 2725. Вот то, что я здесь записал. В общем, надо что нам теперь делать? Надо нам этот модуль доставать и пытаться его балансировать. Но из-за того, что тонкие провода и здесь идут шлейфы, то, скорее всего, он не выдержит больших токов. И его нужно будет либо долго заряжать маленькими токами, либо же вскрывать, цепляться на полигоны и заряжать через полигоны. В общем, будем смотреть, что делать. Так, хорошо, этот модуль уже снимался. И поэтому он высунулся легко. Здесь такая термопроводная паста какая-то, герметик. И его уже, видимо, срезали. Поэтому у меня он вышел достаточно легко. Сейчас его будем вскрывать и балансировать скрытым, потому что в корпусе мы будем балансировать его долго. И есть вероятность спалить шлейф, потому что он выдерживает примерно пол-ампера. Поэтому вскроем его и поставим на стенд. Так, в общем, вскрыл я модуль. Вот видно, с этой стороны у нас 3 выхода и здесь 3 выхода. То есть у нас формула модуля 3S4P. И, кстати, здесь все это указано. 3S4P, 1077 вольт номинальное напряжение, 240 ампер-час, 2,65 киловатт-час емкость одного такого модуля. Так вот, почему я вскрыл? Здесь у нас напряжение было что-то около 2,7 вольта. То есть у нас, опять вырубили свет, у нас этот модуль полностью, один из элементов у нас полностью разряжен. Для того, чтобы зарядить его до номинала, если учесть, что емкость 240 ампер-час, то хотя бы в него залить нужно где-то 120 ампер-час. И если заливать его поламперами, то это выйдет 240 разделить на 2, 120, и умножить на 2, опять те же самые 240, 240 часов. То есть нам для того, чтобы этот модуль зарядить, понадобится 10 суток. Но с учетом того, что
У нас сейчас из-за поврежденной инфраструктуры есть дефицит электроэнергии, и свет периодически отключают часа на 3. Несмотря на то, что у нас есть генератор для того, чтобы у нас была электроэнергия, но, тем не менее, это все равно будет очень-очень долго и неоправданно. Поэтому согласовали вскрытие этого модуля, вскрыл его и буду сейчас заряжать уже большим током на нашем стенде, в котором мы балансируем все батарейки. На него поставим по несколько каналов и 16 амперами будем заряжать. Это будет чуть больше 10 часов. Можно, конечно, и больше каналов повесить, но посмотрим. В общем, это будет гораздо быстрее, чем если мы будем пробовать ее заряжать через вот этот вот разъем и эти шлейфы. Если дать сюда больший ток, то шлейф просто сгорит. И тогда этот модуль можно будет, по сути, выкинуть. Потому что иначе нужно будет каким-то образом здесь его восстанавливать, но тогда его вытаскивать надо, он вклеен, либо еще какими-то путями. В общем, это уже, особенно если балансир будет с этой стороны. В общем, это уже все лирика. Было принято решение вот так вот делать. Именно так и делаю. Так, установил этот модуль на стенд. Подключил по 4 канала параллельно. И вот можно увидеть, что у нас на первом элементе у нас 3,96, на втором 3,96 ровно, а на третьем элементе у нас 2,73. То есть у нас 1230 милливольт разбег, то есть 1,3 вольта разбег. Естественно, никакая машина уже не поедет с таким разбегом. То есть один этот модуль не дает автомобилю даже запуститься. Прошло немножко времени, и после балансировки у нас 3,59. Но это если округленная, а по факту у нас 3,594, 3,594, 3,590, 3,591. При том, что у нас остальные 3,585. То есть у нас дельта около 9 милливольт. Можно чуть подразрядить ее, чтобы выровнять с остальными элементами. И оставлю до завтра. Посмотрим, что у нас будет, не будет ли здесь в этом модуле саморазряда. И по большому счету завтра уже можно будет этот модуль скрутить и подкинуть на автомобиль. И посмотрим, что у нас выйдет. Будет ли у нас автомобиль запускаться. Так, после балансировки и отдыха одну ночь у нас на батарее 3,590, 3,591 и 3,585. То есть что-то около 15 милливольт. 5. Около 6 милливольт у нас дельта. В общем, будем собирать. Согласовали, что будем собирать этот модуль, сварим его и будем ставить на автомобиль. Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Потому как появились новые вводные, что первоначально вроде батарея была отбалансирована, но со временем она разбалансировалась. Но в данном случае нам сейчас нужно хотя бы, чтобы автомобиль запустился, потому что автомобиль ни разу после приезда со Штатов не заряжался, не запускался, не ехал. И вообще непонятна сейчас история. При том, что на аукционе он был run and drive. В общем, еще больше загадок у нас появилось, но будем пытаться с ним бороться. Так, модуль сварили. Лазерной сварки у нас нету, поэтому воспользуюсь аргонной сваркой. И здесь главный момент был, чтобы не перегреть элементы, поэтому по чуть прихватывали и сразу же охлаждали. В общем, прозвонил я, сейчас все здесь по напряжению у нас нормально, по схеме, которую ранее сделал. И теперь можно этот модуль устанавливать в батарею и накинем крышку, подкинем на автомобиль. Потому что новые вводные, которые были, они говорят о том, что, возможно, это не причина, а следствие. А причина кроется в чем-то другом. Но в любом случае,
Надо сейчас это сделать, потому что с 1,2 вольтом разбега, естественно, ни о каком запуске или зарядке речи быть не может. В общем, подкидываем и будем смотреть, что у нас будет. Так, батарейку поставили, крышку, поставили этот пентхаус. Пока что еще не затянуто, но сейчас важно подкинуть, чтобы автомобиль у нас запустился. Но выяснилась еще одна интересная такая вещь. Треснутый пластик. Первоначально, когда я разбирал, я думал, что здесь пластик треснул, когда перед нами ее разбирали и что-то уронили, и вследствие этого он и треснул. Но, как сказал человек, который занимался этой машиной до этого, эта трещина была первоначально. И при этом вроде как эту крышку они не снимали. Поэтому сейчас нужно будет снять эту крышку, посмотреть, что это за трещина и откуда она взялась. Потому что отсюда, с этой стороны, в принципе, ничего не могло ее повредить. Она прикручивается в этой части, и здесь никакого удара снизу просто, в принципе, быть не могло. Поэтому нужно будет ее сейчас открутить и посмотреть, что это у нас. Так, но здесь никаких признаков того, что могло что-то сломать, нет. Ни ударов с этой стороны, ни с той стороны у нас нет. Возможно, нам где-то кто-то что-то не договаривает. Ладно, это уже нюансы. Ну и раз уж я добрался до джанкшена, то нужно прозвонить здесь предохранители. Конечно, стремновато здесь. Шины очень-очень близко идут к алюминию. Если будет какое-то повреждение, то шины коснутся корпуса. Обычно автопроизводители там делают защиты, изоляторы, а здесь на Audi решили сделать вот так вот. Ну ладно, ну в принципе это работает, значит это и хорошо. Ладно, сейчас прозвоню предохранитель, если все нормально, то можно будет ставить все на место. Так, ну пиропатрон, предохранители, здесь раз, два, три, 4 предохранителя, и они все исправные. Поэтому в принципе можно собирать джанкшен и ставить. И ставить его на батарею, и батарею подкидывать на автомобиль. Накинул крышку на батарею, и она пока еще не прикручена. И сейчас попробуем ее запустить. Наивно, конечно, было полагать, что отбалансировав один модуль, она запустится. Тем более мы потом как узнали, что проблема у нас в чем-то более глубоком, что там пропадает сигнал, еще что-то. В общем, сейчас диагностика, а дальше будем смотреть, что делать. У нас ошибки пассивные, но одна ошибка у нас: АКБ гибридного привода, высоковольтное АКБ заменить. И проблема в том, что в памяти машины осталось, что у нас банка еще разряженная. 27-28. Степень заряженности банки 46-0, 47-77 и 48-77. То есть они у нас в памяти БМС-ки остались, и все. И машина у нас запускаться не хочет. Но лаунч не позволяет сделать сброс ошибок по высоковольтной цепи. Это уже нужно будет тогда сюда подключать Одис. И Одисом онлайн надо будет пробовать ее вывести с аварийного режима. Вот такая вот ситуация. Так, после того, как почистили все Одисом, машина поставила ночь, и хочу еще раз проверить. Да, автомобиль у нас запускается. И едет. Все, теперь мы будем снимать опять батарею, склеивать ее, собирать в кучу, и уже полноценно будем устанавливать автомобиль. Предусмотрительный хозяин. Даже все прокладки. Взял эта прокладка под джанкшен. Это резиновые колечки на стоечке. Это прокладка с пентхауса. И герметизирующая лента. Невысыхаемый герметик, который в таком вот виде. Так, здесь у нас ее
5 метров. И вот эта вторая. Это у нас оригинальная Volkswagen, а это у нас немецкая, но пока не знаю. Возможно, это... Возможно, это универсальная. Хотя это, наверное, верхняя с этой, с пентхауса. А это основная с самой крышки батареи. Вот так все красиво сделано. Интересна стоимость такого герметика. Но в любом случае стоимость этого герметика будет ниже, чем стоимость утопленной батарейки. Так, в общем, вскрываем крышку и будем собирать ее. Так как у нас есть полностью весь комплект прокладок на батарею, то и будем устанавливать сюда новые резиночки. Старые немножко поджались, а новые выглядят с красивым профилем, поэтому будем их устанавливать сюда все новые. Несмотря на то, что каждый раз, когда мы даже накидывали крышку, этот герметик хорошо приклеивался к крышке, но владелец привез новый, и, естественно, мы его тоже наложим для лучшей герметичности. Старый герметик я не снимал, потому как у него хорошая адгезия, и вот сейчас приклеил, и отклеить его теперь оттуда невозможно. Ну, я имею в виду, что просто взять и оторвать. И у него очень хорошая тянучесть. То есть я проклеил еще раз это герметиком и ставим теперь крышку. Резиночки новые, герметик новый. Так, батарея установлена, система развоздушена. И, кстати говоря, обратите внимание на вот эту штучку. Такая пластиковая колбочка стоит. Если кто знает, что это такое, напишите в комментариях. А если кто не знает и хочет узнать, досмотрите видео до конца. В конце расскажу, что это такое. Так, проверяем, запускается автомобиль или нет. Да, автомобиль запустился, находится в режиме Ready. Передачи переключаются. Камеры задние включаются. В общем, автомобиль запущен и едет. Осталось для полноты картины еще проверить, заряжается он или нет. А вот так вот развоздушиваем систему. С помощью вот такого ручного вакуума создаем разрежение, и где есть воздух, он начинает выходить. Естественно, нужно при этом добавлять антифриз. Вон видно, как воздух начинает выходить. Пузырьки воздуха, которые там остаются, у них давление получается выше, чем в бачке. Расширяется и выходит. Есть специальные станции, которые создают вакуум и потом замещают это все антифризом. Но мы пока вот таким ручным путем. Так, у нас сейчас будет тестовый выезд. Первый выезд. И затем мы ее поставим на зарядку и максимально позаряжаем маленьким током, для того, чтобы батарейки могли чуть отбалансироваться. Поставил на зарядку ее. Заряжаем 37 ампер. 461 ватт-час уже залили. В общем, зарядим его полностью. И можно будет автомобиль выпускать. Антифриз в системе есть. Так, тест-драйв. Конечно, работа имитатора мотора здесь просто сумасшедшая. Такое впечатление, что здесь под капотом стоит 8-цилиндровый мотор.
Так как у нас автомобиль без номеров, поэтому на дорогу выезжать не буду. Вернее, как выйду, но немножко. Не будем нарушать правила дорожного движения. Реально под капотом какой-то 8-цилиндровый мотор. Кстати говоря, есть какой-то шум, похожий на шум подшипников. Хотя, может, это и имитатор работы мотора такой звук дает, но он есть. Но что-то особо сильно разгоняться он не хочет. Или, может быть, я сильно много от него хочу. А может быть, и из-за ошибок, которые есть, она ограничивает мощность. Потому что ESP горит. И, возможно, за счет этого она ограничивает мощность. Но в целом машина, конечно, очень приятная. Это все-таки не китайский автомобиль, который хочу быть дорого, хочу выглядеть дорого. А это реально не дешевая машинка, хотя и не самая дорогая. Так что вот такой вот был ремонт. Если вам нравится такой контент, то вы знаете, что сделать. Кто не знает, подскажу. Нажмите кнопочку подписаться и кнопочку колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До скорой встречи. Всем пока. Мирного неба над головой. И всего самого лучшего. Пока. И как я обещал, в конце хочу рассказать, что это такое. Это у нас не фильтр, это у нас сборник антифриза, который течет через дренаж. Дело в том, что здесь стоит механический сальник. Он основан, принцип работы механического сальника основан на прецизионной подгонке деталей. И когда очень маленький зазор, это пара трения, можно сказать, она и должна держать антифриз. Но кстати говоря, это немножко надежнее, чем тефлоновый сальник, потому что тефлоновый сальник изнашивается, а этот, по идее, не должен изнашиваться. Но как бы ни был бы он надежен, он все равно пропускает антифриз. И вот как раз для этого здесь стоит такая колбочка, которую нужно на ТО откручивать и сливать с него антифриз. Вот такая вот ситуация. Спасибо за внимание. До скорой встречи. Всем пока.